Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Сегодня рубрика «Переделка», и будем переделывать мы мои джинсы, которые на мне. Если вам интересно узнать, как можно уменьшить джинсы на 1-2 размера, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы первыми узнать о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, смотрите видео дальше. Итак, приступим. С чего бы я рекомендовала вам начать? Начать нужно с того, что вы поднимаете джинсы до удобной для вас посадки. То есть я их приподнимаю. Вот что получается. Посадка высокая, мне так неудобно, я так не ношу. Поэтому я подготовилась. Мы одеваем сверху резиночку. Я смотрю в зеркало. Вот на этом месте мне удобно, чтобы был пришит пояс. Вот так. И с помощью мела намечаю эту линию вокруг. И сзади тоже все намечаем так, как мне удобно. Естественно, линии должны быть не кривые, а ровные. Вот что должно получиться. Отрезаем выше этой линии на 1 сантиметр на шов. И обязательно нужно будет ушить в боках. Так как здесь люверс позволяет, вот этот люверс, я подойду ближе, мы на сантиметр с одной и с другой стороны ушиваем где-то до вот этого расстояния. Ткань стречевая, и она позволит спокойно ушить. Но сначала отрезаем пояс. Брюки на столе, мне видно намеченную линию. Вот так она выглядит. Но я еще хочу показать, что прежде чем отрезать, я еще несколько использовала вариантов. То есть я в заднюю часть, вот здесь по спинке, вставляла широкую резинку. Вот. Мне очень комфортно, когда резинка. Не знаю, насколько нужна ли она мне будет сейчас. Это я решу. Но еще как вариант, если у вас всего лишь пару сантиметров широко, можно вставить вот так резинку. Здесь я просто сделала петельки, туда просунула и закрепила. Но сейчас этот вариант не нужен. Что мы делаем? Мы просто сначала отпарываем пояс. Ну, как отпарывается пояс, это понятно. Отпарываем пояс и убираем вот эти тоже шлевки. Отпарываем, то есть пояс отдельно, брюки отдельно. И по намеченной линии отрезаем, в зависимости от того, как вы намечали. Я буду отрезать прям по линии, потому что мне как раз еще на шов и будет то, что нужно. Вот так. Отрезаем, отпарываем и отрезаем. Пояс я отпорола. Вот так это выглядит. Теперь нужно почистить все ниточки убрать с пояса, чтобы это было просто обыкновенный красивый пояс, без нитей. Вот. Я постараюсь сохранить и пуговицу, и эту петлю. Но это я постараюсь. И постараюсь оставить резиночку сзади, потому что это тоже очень удобно. Из опыта могу сказать, что все-таки вот все шлевки нужно убрать пока, а потом на это же место поставить. Они будут мешать пришивать пояс. Вот. И еще важно распороть на боку, там где я чертила мелом, вот эту строчку нужно убрать. Она будет мешать для того, чтобы убрать боковой на сантиметр с одной и с другой стороны. Так, чтобы вот этот люверс ушел, он будет внутри. На данном этапе я распорола боковую строчку, и нужно вот этот
Хольетен, по-моему, называется, убрать. Я его с одной стороны убрала. Сейчас покажу, как с другой. Так, вот он. Его тоже нужно убрать. Тоже строчку распорола. Я использовала, нужно либо плоскогубцы, либо вот такие кусачки. Они, по-моему, называются. Я поддела с этой стороны, зацепилась и потянула на себя. Все. Вот так он снимается легко. Вот. И теперь укладываем брюки, намечаем все линии и отрезаем по намеченной линии. Не забывайте, что все ниточки нужно снять. Вот полностью отпорола все шлевочки. Заутюживать, разутюживать их не надо. Главное убрать все закрепки, чтобы они не цеплялись вот здесь, чтобы они были чистенькие. А так загнутыми пусть остаются. Вот. Это откладываем в сторону. Пояс пока откладываем в сторону. Начинаем отрезать. Здесь важно наметить линию по центру. Да, видно. Вот здесь вот линия, по которой будет проходить линия притачивания пояса. Вот она. Сразу намечайте. И вот видите, здесь можно вытащить таким же способом с помощью кусачки несколько зубьев и восстановить молнию чуть ниже намеченной линии. Вот так. Точно так же вытаскиваем и переставляем чуть ниже. Все. И по спинке делаем аналогично. Вот линия, по которой мне нужно резать. Именно резать. По боку выравниваем. Вот так. И точно так же делаем с этой стороны. Отрезаем. Теперь ничего не боимся и режем. Берем ножницы. Так, ножницы, мои ножницы. Вот они. Все. Я отрезаю. Вот так. Значит, здесь у меня нет карманов, а у кого карманы, сразу закрепляйте карманы. После этого мы перейдем к боку. Вот, после этого я сложу пополам, не по боку, после того, как отрежу. Намечу себе линию внутри, так как вам нужно. Здесь я буду убирать сантиметрика по 1,5 все-таки. Надеюсь, может быть, еще похудею. А ткань тянущаяся. И вот так убираю боковой. Вот, вы здесь можете срезать и обработать на оверлоке, либо на зигзаге. И затем нужно восстановить и тоже сделать отделочную строчку на этом месте. Итак, я сначала изнутри черные нитки использовала. Сверху на строчку ниток поставила толстые нитки. Вот такие, они толстые прям. Специально джинсовые, для джинсов. Вот. И сверху настрочила шов. Вот. И еще на данном этапе я убрала зубчики с одной стороны вандальным способом. И точно так же хочу сделать с этой стороны. Постараюсь у вас на глазах как бы
руки себе не отрезать. С ногтями это делать совсем неудобно. Но хочется на камеру уж показать. Вот так. Так. И аккуратно выдергиваю их. Штучек, наверное, 4. Ну, только такими кусачками удобно, или потоньше берите. Вот. Зажимаю. И вот так вытаскиваю. Потом проверяю, насколько. Еще один. И вот этот крайний нужно аккуратно оторвать и переместить сюда. Но вот с крайним будет намного сложнее. Вот. Его нужно аккуратно поддевать. Он у меня может упасть, потому что руки на весу. В общем, его нужно разогнуть. Не буду я на камеру мучиться. Разогнуть и поставить его в начало строчки. Точно так же. Переместить сюда. И молния будет готова. Ну и мы после этого будем приступать к пришиванию пояса. Прежде чем пришивать пояс, сначала прикалываем шлевки. Шлевки вот там, где загнутая сторона, это низ. Вот. И размещаем их, ну чаще всего их размещают, вот, чтобы утолщений не было, в сторону бокового, вот здесь карманы. И неважно, откуда шлевка, главное ее приколоть. Вот здесь. Потом где-то посередине, ближе, может даже ближе к боку. Это на ваше усмотрение. Прикалываем еще. Можно просто отметить себе, где были шлевки. На поясе они тоже отмечены. Потом укладываем все ровненько. Делаем аналогичную историю с другой стороны, чтобы было все симметрично. Ну и у нас, по-моему, одна шлевка осталась, она по центру. Можно было бы их совсем не ставить, но иногда они нужны. Иногда пояс, ремень вставляешь, и красота. Все. И вот после этого мы промеряем пояс, смотрим. Значит, с этой стороны все хорошо, мы не будем ничего отпарывать. Мы промеряем и определяем, сколько пояса нам нужно обрезать. До середины с этой стороны. Вот. Ставим себе отметку, что здесь мы пришли к центру. Я для себя ставлю отметку. Вот. И то же самое делаю с другой стороны пояса. Игнорирую пока резинку, потому что резинку хочу оставить. Может быть, ее уменьшу. И смотрю, насколько мне нужно отрезать пояс с этой стороны. Значит, вот так тоже промеряю. Резинку натягиваю. И мне нужно дойти до центра. Потому что, если что, я буду обрезать пояс по центру. И вот для себя отмечаю середину. В общем-то, мне нужно отрезать вот где-то 3 сантиметра пояса. Отрежем. Значит, мы складываем пополам. Резинку убираем. Выправляем все ровненько. Вот так. И даем строчку по краю, шов, вернее сгиб, разгиб разрезаем и раскладываем утюжком в разные стороны. Шов можно даже растрочить, то есть закрепить шов в одну сторону и в другую строчкой, вернее настрочкой. Прикололи шлевки, и теперь их нужно пристрочить, чтобы они не сместились
во время пристрачивания пояса. И по верху одновременно я прокладываю стабилизирующую строчку на расстоянии где-то 0,7 от края. Ориентируюсь по внешней части лапки. Одновременно пристрачиваю так по кругу. Строчку делаю крупную, этого будет достаточно. И сразу удаляю иголки, они нам тоже больше не нужны. Все, я продолжаю. Эта строчка не даст растянуться по верху, и будет пояс жестко сажен именно вверх брюк. При стачивании пояса произошел такой нюанс. Здесь же строчка, поэтому вот на участке где-то 3 сантиметра я строчку подпорола, потом хорошо все разложила, вот стачала, швы растрочила и потом поверху вот так закрепила. Так как я буду пользоваться черными нитками, сейчас покажу, какой фирмы я брала нитки. Вот так они выглядят. Номер здесь непонятно, 30-ка. 30-ка. Вот такие нитки. Вот я их часто использую для джинс. Так, свет, по-моему, да, вот так. И теперь нужно именно от середины найти там, где у нас была изнанка. Изнанка у меня, вот видите, там, где пуговичка, это изнанка. Начинаем с середины. Находим середину пояса, укладываем ее на изнанку джинс. То есть лицо наизнанку. И от середины сначала я просто машинную строчку ставлю, закрепляю сначала, так, чтобы все совпало. Середина с серединой. И делаю по краю просто закрепку для удобства. Вот так. И затем я совмещаю уже непосредственно сам пояс с концом. Вот здесь. Все плавненько укладываю. Сейчас я... Тут же резинка, поэтому она мне мешает. В обычных джинсах резинки нет. Как я уже сказала, я резинку вставляла, когда вокруг талии у меня где-то было лишних 3 сантиметра. Я уже ее вставила. Вот. И теперь нужно совместить иголкой. Можно не иголкой, можно специальными прищепочками пока. Я просто вот совмещаю край. Совместила. Вот. И вот на участке, где можно подлезть, это я так делаю. Может, кто-то делает совсем по-другому. На участке, там, где можно подлезть на машинке, я притачиваю с изнаночной стороны. Совмещаю так, чтобы здесь все четко было. Вот так. Можно просто сразу наметывать 2 слоя и все. Но мне удобнее именно так. Я прикалываю сейчас. И теперь от середины весь этот пояс вот здесь прикалываю с изнанки и притачиваю сантиметровым швом. Стараюсь попадать в те же самые строчки, что и предыдущие. Так, прикалываю по всему поясу.
все вот так размещаю. Вот уже пояс немножко растянулся слегка. Вот, и даю строчку по краю до той стадии, где мне удобно подлезть вот сюда. Все. А потом только я буду все это выворачивать, по лицу настрачивать и соединять верх с низом. Вот так. Итак, укладываем лицевой стороной джинсы на платформу, так, чтобы было удобно. Совмещаем середину, как я уже сказала, и сантиметровым швом строчим. Попадаем именно вот в эту канавку, по которой идет заутюжка. Вот так, наверное, будет виднее. И все. И от середины я строчу. Дрожит немножко камера. Вот теперь вот так растягиваю и перераспределяю посадку. Вы можете наметать. Внутри я оставляю резинку, вот эту пока, потому что мне нравится, когда сзади резинка, не совсем плотно джинсы сидят. Мне так нравится. Поэтому, если они широковатые, я всегда вставляю резинку. И вы, если вам широковато, а вырезать не хотите, пользуйтесь моим способом. Я вовнутрь вставляла резинку. Вот сколько, наверное, месяца 3 назад. А сейчас они совсем большеватые стали. Следите, чтобы шлевочки лежали ровно. И вот теперь на вот этом участке совмещаем, натягиваем и дострачиваем до туда, где удобно, не до самого конца. Здесь вот до конца не получится. Ну или нужно все распарывать, весь уголок. Я не хочу. Все, и аккуратно дострачиваете. До удобного участка. Ну вот, например, до сюда. Ой, и машинка застряла. Машинка попала вот на этот ограничитель и застряла. Вот, поэтому здесь мы будем настрачивать уже по верху, заправив конец брюк. Вот. И строчка будет идти выше этого ограничителя. То есть вот так по верху, а внизу все пришито, нет никаких проблем. И видите, здесь 2 строчки. Я точно так же дам 2 строчки, но правда цвет будет черный, чтобы не искать четко такую по цвету нитку. Вот нитки я использую 30-ка номер. Сейчас покажу. Вот номер 30, вот такой намотки. Все, я теперь пришиваю с другой стороны от середины и покажу, как настрачиваю поверху. Пояс пристрочили, так это выглядит. Вот так с изнанки, так с лица. Это петелечка, которую я резинку вставляла, я еще ее закрою. Вот. И вы определитесь, насколько вам широка эта резинка и нужна ли она. Но у кого не было, вы всегда можете ее вставить вот здесь вот в боковой, и тогда отверстие уже делать дополнительное не нужно, потому что я-то делала без обрезания пояса, поэтому сделала так. Вот. И я немножко уменьшу еще резинку, просто стачаю внутри и все. А сейчас нужно сделать так. Вот смотрите, здесь у нас пристрочено. Теперь мы заправляем. Вы можете заметать. Нам нужно ровненько уравнять именно этот край, потому что здесь у нас петля. И укладываем под машинку все это. И строчим вдоль шва. Тем самым по крайней точке будем строчить. И строчка точно так же будет дублироваться с изнаночной стороны. Здесь небольшое утолщение,
Поэтому я пока начну вручную, а потом покажу, как строчу дальше. Я придумала, как вам будет проще. С той стороны строчить неудобно, а с этой стороны мне удобно. Вот, поэтому сначала закрепляем вот этот участок. Так нитки черные, их видно не будет. И мы этот участок непосредственно вот так полувручную сначала закроем. И вот здесь, скорее всего, сейчас я строчку увеличу, нужно будет в ручном режиме вот так прокрутить. Вот так. Да, все мы закрепляем с одной и с другой стороны по краям, а потом уже настрачиваем. Вот этот участок сложный, потому что начало, и я не хочу удалять пуговицу, хочу эту пуговицу сохранить. Поэтому вот я теперь вручную начала на ручном ходу. Теперь все ровно поправляю. Не забываю про ограничитель, который у нас там мешался. И вот укладываю. И в канавку по лицу строчу. Пока на шлевке не обращаем внимания, шлевки будет в конце. И вот так. Строчку я поставила 4,3, 4,5. Вот так. Вот. Можно и 5 поставить. Нитки черные, чтобы... Главное, чтобы они были прочные. И по краю, а потом еще одну строчку вдоль тоже проложу. Сложность только в толщине. Больше никаких сложностей не возникает. Вот что получается с изнанки. На мой взгляд, как заводская строчка. Я заканчиваю строчить, и так как у нас уголок закреплен, сложности не вызывает. Только толщина может чуть-чуть напугать. Но так как у меня машинка берет эту толщину, нужно подтягивать. Вот. Подтягиваем. И плавно выходим на вот этот участок. Если что, здесь можно и вручную немножечко. Здесь аккуратно засовы. И аккуратно на ручном ходу. Завершаем. Нитки я оставляю. И потом с изнаночной стороны просто сделаю узелок. Так будет надежнее. Ну, на мой взгляд, нормально получилось. Все, пояс приутюживаем. И затем будем заниматься шлевками. Итак, первую строчку мы проложили, и теперь параллельно первой строчке мы прокладываем вторую строчку. Также строчим в канавку. И еще я хотела вам показать иголки, которыми я сейчас пользуюсь. Посмотрите. Это иголки Топ Шик, значит, 90, и у них большое ушко. Очень большое ушко, потому что в обычное ушко нитки не проходит 30-ка. Вот такие иголочки. Все, они называются, по-моему, насколько я знаю, вышивальные, но я решила попробовать, и мне нравится действительно. Я продолжаю прокладывать вторую строчку. Не забываем строчить именно в канавку.
повторяем первоначальный вид. Вот что получается. На мой взгляд, очень даже хорошо. Еще у меня возникла идея проложить строчку посередине, там, где у меня резиночка. И вот так это выглядит. Не знаю, насколько это поможет мне. Ну, если мне не понравится, я ее всегда смогу убрать. И теперь мы начинаем пришивать шлевки. Шлевки пришиваются вот здесь, то есть на сантиметр ниже. Потом заворачиваем и прикрепляем в то же самое место поверху. Вы можете это делать как на зигзаге, так и просто обычным стежком. Я буду обычным стежком, потому что нитка очень толстая, прочная. Этого будет достаточно. И на зигзаге, я думаю, такой толщина может забуксовать. Вот, я пытаюсь. И теперь нужно сделать закрепку, то есть прострочить назад сюда, еще раз вперед. Все. И вот я теперь вот здесь еще сделаю такую же закрепку. Можно изнутри ее делать, это по вашему желанию. Можно поверху. Я буду делать поверху. Значит, нитки вытаскиваю и завязываю, вот, чтобы было прочней. Вот. И то же самое сделаю по низу. Только придерживайте, потому что машина. И теперь закрепка. И вперед. Вот здесь получилось лучше. Здесь немножко забуксовала, но не страшно. И вот так каждую петелечку я пришиваю. Ну все, мои брюки готовы. Так они смотрятся с лица, так со стороны изнанки. Достаточно просто обрезать ниточки со всех сторон. И красота. Вот так выглядит на молнии. И здесь со стороны резиночки тоже все неплохо. Так что примеряем и хвастаемся. Ну вот, не прошло и пару часов, как мои джинсы готовы. Мне очень нравится. А вам? Талия на месте, пояс сидит на месте очень плотно, брюки не сползают вниз. Сзади я сохранила резинку. Сохранила все строчки. На мой взгляд, очень хорошо. А вам нравится? Если вам информацию, которую я сегодня рассказывала, была полезной, ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик, и вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и, конечно же, всем творческих успехов! Пока-пока!